Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале CryptoMixer Михалыча. И сегодня мы рассмотрим MACD. Это технический индикатор, предназначен для определения будущего ценового движения актива при помощи взаимосвязи двух средних скользящих. Для хорошего восприятия включите субтитры. Итак, заходим в меню «Технические индикаторы», «Субсчет», ставим галочку напротив MACD. Стандартные значения 12, 26 и 9 советую оставить и не менять их. Нажимаем «Сохранить». Под нашим графиком появился технический индикатор. Состоит индикатор из трех составляющих: линии MACD, сигнальная линия, гистограмма. Линия MACD – это разница между медленно экспоненциальной скользящей средней EMA и быстрой EMA. По умолчанию эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26. Быстрая и медленная EMA, соответственно. Для построения линии MACD из быстрой EMA 12 вычитается медленная EMA 26. Сигнальная линия – это экспоненциально скользящая средняя EMA из линии MACD. То есть значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD. Гистограмма MACD – зрительное упрощение восприятия взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает, как разница между MACD и сигнальной линией. Чем больше линии MACD отклоняется вверх от сигнальной линии, тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот, чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией, тем меньше будут столбцы. Пересечение линий говорит о смене тренда и начале роста и наоборот. Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда. В поисках дивергенции между MACD и движением цены трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например, цена демонстрирует новый максимум, в то время как MACD отражает очень низкие показатели. Это говорит о том, что рынок в скором времени может развернуться. Благодаря этому индикатору мы можем сделать вывод, что при такой высокой цене и низком уровне импульса велика вероятность отката или разворота. Напомним, что дивергенция – это расхождение показателей графика и индикатора. Бычье расхождение – это состояние, при котором цена и показатели RCI движутся в противоположных направлениях. Например, показатель RCI растет и создает высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая низкие минимумы. Это указывает на укрепление покупательской силы при нисходящем тренде цен. Медвежье расхождение может указывать на то, что несмотря на рост цены, рынок теряет импульс. Таким образом, показатель RCI падает и создает низкий максимум, в то время как цена актива увеличивается, создавая высокий максимум. Для нахождения дивергенции цены и индикатора MACD советуем использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD. Вдобавок к этому, трейдеры могут использовать данный индикатор для поиска пересечений между линией MACD и ее сигнальной линией. Как правило, сигналом на покупку считают момент, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И наоборот, сигналом на продажу является точка пересечения сигнальной линии MACD сверху вниз. MACD часто используется в сочетании с RCI, поскольку оба индикатора измеряют импульс, но делают это исходя из разных данных. Предполагается, что вместе они могут дать более полный технический обзор рынка. Ссылка на видео по RCI находится в описании под видео, а в плейлисте находятся все видео в рубрике «Фьючерсы». MACD хорошо работает на разный таймфрейм.
период времени одного элемента графика. Чем больше таймфрейм, тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше. Для скальпинга тоже можно использовать. Пожалуй, MACD один из базовых индикаторов, которые должны быть включены на каждом графике, как и RSI. Вывод. MACD дает много ложных сигналов на часовых и меньших таймфреймах, особенно в отношении волатильных активов или во время слабого тренда или бокового движения цены. Поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках. Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор. Чем больше значений, тем больше торговых сигналов он пропускает. Несмотря на то, что технические индикаторы предоставляют данные, с помощью которых вам будет легче ориентироваться на рынке, важно учитывать, что интерпретация таких данных крайне субъективна. Поэтому, прежде чем формировать свои сделки, необходимо позаботиться о том, чтобы ваши личные предупреждения никак не влияли на принятие ваших решений. То, что может быть прямым сигналом покупки или продажи для одного трейдера, для другого покажется простым рыночным шумом. Берегите свои деньги и помните, что все охотятся за вашими деньгами. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!